Маша медленно сидела у окна, прижимая к себе своего любимого плюшевого медвежонка по имени Ваня. Солнечные лучи пробивались сквозь занавески, и девочка, разглядывая за окном весенний пейзаж, мечтала о лете. Летние дни уже начали вырисовываться в ее воображении. Она видела себя на берегу теплого моря, где солнечные лучи весело отражаются в волнах, а дети, смеясь, строят замки из песка и барахтаются в воде. Маша представляла, как цветет пляж под теплыми лучами солнца и как радость наполняет каждую песчинку. Мечты о лете наполняли ее сердце радостью и ожиданием. Каждое утро она встала бы с первым светом, чтобы увидеть горизонт, где небо встречается с морем. Как же она хотела, чтобы этот момент наступил скорее. Вечером, когда вся семья собиралась за столом, Маша, полное нетерпения, спросила родителей: «Когда же наступит лето?» «Скоро, дорогая», – ответила мама, улыбаясь. «Мы построим красивые замки на берегу моря и будем весело проводить время». «Ты ведь мечтаешь о ракушках, да?» Маша, закрыв глаза, представляла себе, как теплые солнечные лучи ласкают ее лицо, а под ногами звучит теплый песок. Она думала о том, как будет собирать ракушки на берегу, про каждую из которых она сможет придумать свою историю, о том, как услышит плеск воды и смех других детей. Ожидание лета напоминало ей о сказках, где сбываются мечты. С нетерпением ожидая, Маша не могла дождаться того момента, когда она проснется на новом волшебном лете. Наконец, долгожданный день настал. Врываясь в радостное утро, девочка встала перед родителями с сияющей улыбкой. Сказав им, что она готова к приключениям, она быстро оделась и побежала к двери, а потом вновь прижала Ваню к себе, чувствуя, как он защищает ее и согревает. На вокзале, где шумные люди и яркие огни смешивались в одну картину волнений и счастья, Маша почувствовала, как магия лета витает в воздухе. Она и ее родители поднялись на платформу, даря друг другу ободряющие улыбки. Поезд был полон людей, которые делились своими радостями и ожиданием вот-вот наступающего отпуска. Все вокруг были такими счастливыми, а Маша чувствовала себя частью этого веселого настроения. Как только они прибыли на пляж, теплое солнце заиграло на их лицах, а небо показалось особенно ярким и безоблачным. Папа с удовольствием помогал Маше строить замок из золотистого песка. Они смеялись и соперничали, чья башенка будет выше. Среди всей радости вдруг на пляже началась настоящая суета. Маша подошла к другим детям, которые весело играли, бегали и резвились. Каждый из них строил свои замки, использовал ведерки и лопатки, и вскоре в ее воображении замок стал королевским, со стенами, которые выдержат любую волну. Высокая башня украшалась ракушками, и Маша думала, что даже если море попытается его сломать, она сможет защитить свою крепость. Но вдруг, как будто небо решило сыграть злую шутку, оно затянулось тучами, и на горизонте вновь показалась длинная серебристая волна. Маша испугалась, но еще больше потрясла ее оторванность от радости. Она быстро вернулась к папе, чтобы укрыться, но в этот момент сильная волна накрыла ее. Она потеряла опору и ее выбросило в холодную воду. Маша, чувствуя жгучий холод и обжигающий страх, не успела осознать, что происходит. Все вокруг стало темным и зловещим. В глазах замелькали серебристые черты волны, и ей показалось, что это не море, а монстр, который с жадностью жаждет поглотить ее. Вскоре кто-то выбросил ее на берег, где ее вытащили. И она, сильно кашляя, почувствовала, как ее тело дрожит от холода и страха. Этот инцидент оставил глубокий след в душе девочки. Она чувствовала, что вода стала для нее чужой и пугающей. Ночью, когда все уснули, ей снилась огромная волна с хищной пастью, которая гнала ее под воду. Страх окутал ее, и она больше не могла наслаждаться даже ванной или умывальником. Вода не давала покоя. Родители заметили, что Маша стала быстро уставать, и ее спинка начала сутулиться. Каждое утро начиналось с ее жалоб на головокружение и потемнение в глазах. Каждый раз, когда в ванной она слышала шум воды, ее охватывал страх. Не зная, как помочь дочери, родители решили отвезти ее к врачу.
На приеме врач внимательно осмотрел Машу и, увидев ее напряжение и страх, посоветовал заниматься плаванием. Он объяснил, что это поможет укрепить мышцы спины и ног, которые стали слабеть от сидячего образа жизни. Однако, когда мама попыталась объяснить это Маше, она сжалась и спрятала лицо. «Нет, я не хочу плавать!» В ее голосе прозвучала настоящая паника, и надежда на веселье исчезла из ее глаз. Маша не могла избавиться от своего страха. Родители начали думать, как захотят найти подход к дочери. Однажды они решили взять ее в спорткомплекс, где она могла увидеть бассейн с прозрачной водой и веселые лица других детей. Но как только она подошла к воде, ее охватила неуверенность, и она испуганно отступила назад. Тем не менее, семья не отчаялась. Вскоре они встретили тренера Виктора Анатольевича, который работал с детьми и помогал им преодолевать страх воды. Он был добрым и внимательным, и родители обратились к нему за помощью. Тренер предложил устроить маленький ритуал с игрушками, которые помогут девочке исследовать и понять, что вода может быть приятной. Маша, полная сомнений, решила попробовать. Тренер вел ее за ручку и предложил аккуратно коснуться воды. Она дрожала от страха, но под его поддержкой она сделала это. Это был только первый шаг, но для Маши он значил колоссальный прогресс. Постепенно тренер показал ей, как можно дотянуться до поверхности и погружаться в воду. С каждым новым занятием страх отступал, и радость начинала возвращаться. Тренер хвалил ее достижения, и Маша ощущала, как тепло вновь наполняет ее сердце. Вскоре, хоть и с некоторым трепетом, он предложил ей зайти в глубокий бассейн. Она вновь чувствовала тот начальный страх, но поддержка родителей и тренера позволила ей преодолеть свои сомнения. На этот раз Маша решила взять с собой Ваню, своего плюшевого медвежонка. Это придавало ей уверенности. Вода была холодной, но она смела сделать еще один шаг. С каждой попыткой укоротить дистанцию до воды Маша становилась все более уверенной. Она училась удерживаться на поверхности, выполняя простые упражнения, и с каждым разом открывая для себя новые грани. В неуверенности она нашла долю радости. Это не только страх, но и приключения. Родители, наблюдая за ее испытаниями, видели изменения в поведении дочери. Она вновь улыбалась и смеялась. Каждый раз, когда она выполняла новое движение, в ее сердце раздавался громкий смех, а в глазах загоралось свечение. Родители решили продолжать записывать занятия, как будто это была часть их семейной хроники. Каждый раз, когда они слушали записи, они видели, как Маша становилась более уверенной и радостной на занятиях. Это окрыляло родителей и заставляло верить в ее силу. А однажды по пути на занятия Ваня даже чуть не вывалился из ее рюкзака от радостного веселья. Маша училась новым движениям и сначала была скромной, но вскоре начала делиться своими успехами с тренером, который поддерживал ее на каждом шаге. Врач отметил, как здоровье Маши значительно улучшилось, и даже сказал, что она вскоре сможет принимать участие в местных соревнованиях по плаванию. Однажды во время сеанса Маша решила пригласить родителей, чтобы продемонстрировать им свои достижения. Когда они увидели, как ловко она плавает и выполняет упражнения, они были поражены ее прогрессом. Встретив восторженные взгляды и аплодисменты, Маша почувствовала себя настоящей героиней. «Ты смелая девочка», – похвалил ее Виктор Анатольевич. «Ты преодолела свой страх. Теперь ты не просто учишься, ты становишься лидером среди других детей». Теперь плавание стало для Маши не только развлечением, но и источником силы и уверенности. Она стала поддерживать других детей в бассейне, помогая им преодолевать страх, показывая, что поддержка близких важна и ценна. Она улыбалась им, когда они боялись зайти в воду, рассказывая о своих первых впечатлениях. Каждый день после занятий друзья ждали ее, чтобы вместе обсудить, что успели сделать. Они стали не просто товарищами по плаванию, они стали настоящими верными друзьями. Маша осознала, что крепкие связи и поддержка помогают ей преодолеть любые преграды. Теперь Маша чувствовала себя не просто участником, а победителем своего личного сражения. С каждым новым занятием Маша просто расцветала. Она понимала, что каждый ребенок имеет право на мечты, и что страх – лишь временный спутник, который оставляет место храбрости и веселью. Плавание для нее открыло новые горизонты, и море больше не казалось ей страшным.
Оно превратилось в волшебный мир, где она могла чувствовать свободу и радость. В один из дождливых вечеров, заканчивая свои занятия, Маша вышла на улицу. Лужи под ногами отражали серое небо, но в сердце ее светило летнее солнце, и она знала, что ее мечта о лете все-таки сбудется. А на следующей неделе семья снова отправится на пляж. Ее замок будет еще выше и крепче, чем прежде. Так Маша узнала, что поддержка близких помогает преодолеть любые страхи. Плавание стало для нее источником силы и уверенности. И каждый день, проведенный на пляже, стал новой главой в ее жизни. Эта жизнь полна приключений, дружбы и, самое главное, уверенности в себе.